Перемирие или перемирие в кавычках? Резкое продвижение РФ. Войска пошли в атаку сразу на 3 направлениях. Удар дроном по правительству. Срочная отставка министра обороны. Кремль допустил фатальную ошибку. ТЦК ликвидируют, совершено очередное нападение, власти идут на крайние меры. Трамп снова повышает ставки, США начинают новую операцию, авиация экстренно запрашивает помощь, десант уже высадился на острове. Об этих и других событиях к вечеру понедельника 11 мая. Вечер понедельника с новостями Нехта – это правильный способ подвести итоги первого дня рабочей недели. В студии Олесь Корниенко мы начинаем. Перемирие в кавычках. Российская армия использовала пару дней режима тишины, объявленный Дональдом Трампом, чтобы продолжить наступление. По данным проекта Deep State, за последние сутки оккупанты продвинулись сразу возле 3 населенных пунктов Донецкой области – Голубовки, Дебровы и Васильевки. Накануне аналитики сообщали о продвижении российских сил возле Новоалександровки и Предтечина. В Генштабе ВСУ заявили, что только 10 мая на фронте произошло 144 боестолкновения. Захватчики задействовали более 5000 дронов и более 1500 раз обстреляли населенные пункты Украины и позиции ВСУ. Владимир Зеленский признал накануне, что массированных атак на города не было, но и только. На фронте русская армия тишины не соблюдает и даже особо не пытается. Все наши украинские подразделения действуют зеркально. Вот такое перемирие. А вот другая спецоперация Кремля провалилась. Хитрый ход Москвы раскусили в Брюсселе. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что бывший канцлер Германии – неподходящая кандидатура для переговоров по Украине. Я думаю, что Герхард Шрёдер был лоббистом, высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы это был именно этот человек, чтобы, по сути, он сидел по обе стороны стола. Заодно Каллас обвинила Путина в цинизме. По ее словам, разговоры о перемирии были нужны только для спокойного проведения парада 9 мая, пока российская армия продолжала бить по Украине. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики добавила, что Европа должна требовать уступок от Москвы. Я имею в виду, что в Молдове есть российские войска. Например, это также может быть одним из условий для стабильности и безопасности в регионе, чтобы они вывели свои войска. Об этом и не только поговорят министры иностранных дел ЕС во время неформального саммита на Кипре 27 и 28 мая. Трамп снова повышает ставки. Президент США разозлился, прочитав ответ Тегерана на американский план прекращения войны. По данным СМИ, Белый дом ждал письмо из Ирана 10 дней и рассчитывал хотя бы намек на компромисс. Я только что прочитал ответ так называемых представителей Ирана. Мне это не нравится, абсолютно неприемлемо. В Тегеране уже отреагировали на эту реакцию. И не просто жестко, а издевательски. Неназванный представитель режима заявил местному государственному агентству Тасним, что реакция Трампа не имеет никакого значения. В Иране никто не разрабатывает планы для удовольствия Трампа. Переговорная команда должна разрабатывать планы только в интересах народа Ирана. И если Трамп этим недоволен, то, вероятно, так даже лучше. Кроме того, собеседник Тасним назвал Трампа так называемым президентом, который вообще не любит реальность. Россия начала использовать на войне новые технологии. Это искусственный интеллект. Правда, речь не о внедрении его в управление танками или самолетами. Как пишет Институт изучения войны, Кремль все активнее использует сгенерированные видео, чтобы создавать иллюзию побед на фронте. Аналитики отмечают резкий рост в сети количества роликов с российскими флагами в местах, где армия РФ на самом деле не смогла закрепиться. Причем, если раньше это были примитивные видео, то теперь речь идет о качественно смонтированных кадрах с элементами искусственного интеллекта. В институте считают, что такая кампания координируется централизованно и особенно усилилась перед 9 мая. Цель очевидна – показать «успехи» в кавычках армии на фоне отсутствия серьезных прорывов на фронте.
Похоже, этот опыт в Москве решили использовать уже и во время трансляции парада. Многие наблюдатели заподозрили, что истребители, появившиеся в кадре, на самом деле не пролетали над Красной площадью, а были просто сгенерированы нейросетью. Правда, возможно, это искусственный интеллект одной из западных разведок, так как он дорисовал на бортах российских самолетов флаги стран НАТО. Дроны стали настолько мощными, что могут расколоть уже даже целое правительство. В Латвии из-за БПЛА должности лишился министр обороны. Андрис Спруц объявил об отставке после того, как на днях беспилотник попал в местную нефтебазу и вызвал пожар. В последние дни и недели мы столкнулись с серьезными инцидентами с дронами. Дроны, чужие дроны, не должны угрожать безопасности наших людей. Дрон, скорее всего, был не российским. Это косвенно подтвердил глава МИД Украины Андрей Сибига. Написал, что россияне целенаправленно используют средства радиоэлектронной борьбы, чтобы перенаправить дроны ВСУ в страны Балтии. Но ситуация с заблудившимся дроном не только привела к отставке министра обороны Латвии, но и к конфликту внутри правительства. Премьер Эви Кисилини заявила об утрате доверия к Андрису Спруцу, а тот обвинил ее в нечестной игре и пригрозил выходом своей партии из коалиции. Но бывший уже министр обороны сделал важное послание для опасного соседа. Оборонные возможности Латвии сейчас на высоком уровне. Осталось ли еще много работы? Конечно. Но латвийская армия вместе с союзниками готова защищать страну. Место министра после ухода гражданского Андриса Спруца по прогнозам может занять полковник с боевым опытом в Афганистане Райвис Мелнис. В среде Z-блогеров по этому поводу уже сильно сокрушаются. Эта страна десятилетиями получала большие американские вливания, но теперь все изменится. С неожиданным заявлением выступил премьер-министр Израиля. Я хочу свести к нулю американскую финансовую поддержку, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества, потому что мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и я считаю, что пришло время нам отказаться от остальной военной поддержки. Об этом Биньямин Нетаньяху заявил в интервью CBS. Правда, премьер сделал оговорку: этот отказ от дотации произойдет не сразу. Давайте начнем сейчас и сделаем это в течение следующего десятилетия, в течение следующих 10 лет. Но я хочу начать сейчас. Я не хочу ждать следующего Конгресса. Я хочу начать сейчас. Правда, только с начала совместной операции против Ирана Израиль, по данным издания The Jerusalem Post, получил более 115 тысяч тонн военной техники и оборудования. Территориальные центры комплектации могут исчезнуть, но речь идет не о ликвидации. Как пишет «Украинская правда», в Минобороны обсуждают их реформу. ТЦК предлагают переименовать в офисы резерва. Часть функций собираются передать полиции. В частности, речь идет о доставке военнообязанных в специальные хабы комплектования. При этом глава нацполиции Иван Выговский, по данным издания, не в восторге от этой идеи. Он говорит, что участие в таком уличном рекрутинге бьет по репутации полиции. А тем временем из Одесской области пришла драматическая новость об очередном нападении на сотрудников ТЦК. В селе Байбузовка военные вместе с полицией остановили мужчину, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета, а тот схватил нож и нанес двум военнослужащим многочисленные ранения. Британский десант провел спецоперацию на далеком острове. Высадка прошла эффектно, как в кино об агенте 007, прямо на поле для гольфа. Но десантники приземлились не на чужой земле, а цель была не военной. Как сообщает BBC, военные медики десантировались на остров Тристан-да-Кунья, чтобы оказать помощь пациенту с хантавирусом. Он был пассажиром того самого круизного лайнера MV Hondius, где произошла вспышка заболевания.
После того, как мужчина вернулся домой, его состояние ухудшилось. На острове живет всего 221 человек. Нет аэропорта, а добраться можно только по морю. Так что было принято решение впервые в истории Британии отправить медиков с гуманитарным парашютным десантом. Тем временем, после смерти 3 пассажиров лайнера у сошедших на берег выявляют новые случаи. Но не все соблюдают карантин. Турецкий видеоблогер с миллионной аудиторией после высадки отправился сразу гостем на свадьбу. США все чаще заглядывают к берегам Кубы. Как сообщает CNN, с февраля американские военные провели минимум 25 разведывательных полетов возле острова. Самолеты и дроны кружили рядом с Гаваной и Сантьяго-де-Куба, 2 крупнейшими городами страны. По данным Flight Radar 24, Вашингтон использует не только патрульную авиацию, но и самолеты радиоэлектронной разведки, а также скоростные беспилотники. Все это происходит на фоне все более жестких заявлений Трампа в адрес Кубы и нефтяной блокады острова. Пока Вашингтон готов переключиться на Кубу, на Ближнем Востоке у американских военных возникли очередные проблемы. Новейший американский истребитель F-35 подал сигнал бедствия и резко сменил курс в сторону Объединенных Арабских Эмиратов. Самолет приземлился на авиабазе Аль-Дафра. Ранее еще один F-35 передал код нештатной ситуации над Оманским заливом, о чем мы уже рассказывали ранее. Что именно произошло, официально не раскрывается. Речь может идти как о технической неисправности, так и о возможном повреждении борта. Правда, это сообщение иранских СМИ. Американская сторона никаких комментариев по этому поводу не давала. Ну и на концовку сеанс миролюбия от участника майских мероприятий на Кубани. Значит, я не против, чтоб сегодня по Киеву жахнули. А это уже Берлин. Ура! Победа! Господь Бог с нами! Эта дама молится на Путина, хотя, по ее признанию, 43 года почему-то живет в Германии. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся уже утром.